Всем привет, с вами Костян, мы по-прежнему во Вьетнаме. Сегодня на обзорчике малюсенькая забегаловка, стритфудная, можно сказать. Самая главная ее отличительная особенность, что, может быть, это мы узнаем в конце ролика, она составляет конкуренцию той самой знаменитой крабнице. Если кто не видел, обязательно смотрите на нее обзор, потому что в крабнице, что самое главное, очень дешево, очень быстро обслуживается, неплохое качество и самое популярное среди туристических мест. Короче говоря, посмотрим. Да, и еще такой моментик. Не могу не упомянуть того, что, приезжая во Вьетнам, все спрашивают, а где бы мне затариться? Во всех практически странах существует 7-Eleven. Да, здесь, в Фантиете, его нет. В Сайгоне где-то, может быть, он и существует. Но здесь вот есть такой магазин, называется он Винмарт. Соответственно, ребят, не знаете, куда зайти, вот вместо 7-Eleven здесь вот такая вот штука. Практически все, что вы хотите, можно там купить. Ну а мы... напротив. Начинается все с небольшого разочарования, а именно у них нет сегодня, именно сегодня, подчеркиваю, выкладки свежих каких-то морепродуктов на лотках снаружи, потому что в крабнице это практически всегда присутствует, но, опять же, практически всегда. Нам уже быстренько поднесли то, что я не заказывал, а именно кукурузка, обжаренная с лучком. Роман, тоже пробуй. Это довольно интересная штука, должна быть... как комплиментик. Напоминаю, вот этот арахис, который всегда стоит на столах, это дополнительный платный. Стоит он 20 донгов. Ну, в зависимости от жадности кафешки. Отличная закусь. Слегка солоноватая, что я люблю, потому что здесь кукурузу обычно подают очень-очень сладкую. А здесь солоноватая, с свежим зеленью лучком. И, по-моему, даже на сале обжаренная. Может быть, с добавлением маргарина, это я не уверен. Но, по крайней мере, да, вполне. Как такая небольшая закусочка, аппетайзер. Вполне. Кстати, да. Действительно соленая, да, Ром? Прям сильно. Сладко-соленая, да. Сладко-соленая, да. Для любителей кукурузы вообще отличное блюдо. Спреда, да, чуть-чуть добавили, я чувствую. Ну да, вот он, да, скорее всего, чувствуется. И сало, и спред. Ну, короче говоря, обычная закуска, на ней долго точно не останавливаемся. Ждем основные блюда. У нас и комбо заказан, и салаты. Короче говоря, все потихоньку дожидаемся и пробуем. Как обычно, ребят, огромное спасибо всем тем, кто уже поддерживает канал. Сделать это можно разными способами. Во-первых, подписавшись на Boosty, на Patreon, либо разовым донатом. Что вы за это получаете? Вот здесь написано. Огромное вам всем спасибо. Без вас ничего бы этого не было. Первое простецкое блюдо – это салат с морепродуктами, всякой зеленью, лучком, морковкой и прочей мятой. Короче говоря, это классический местный салат. Самое главное – это оценить здесь, насколько много морепродуктов, потому что стоит он недорого. Вот цена появляется. Я прекрасно знаю, что этот салат очень вкусен здесь. Рекомендую всячески всем его попробовать. Морепродукты, вот креветка, кальмарчик, кстати, отличная щупалка. Что тут еще? Еще щупалка я вижу. Ну, короче говоря, да, вот еще и так далее. Встречаются морепродукты. Вот и еще одна креветочка. Роман, мы уже за кадром поговорили, захотел попробовать это для начала просто так, а я дополнительно попросил рыбного соуса. Я хочу, как всегда, это залить рыбным соусом и попробовать после этого. Роман, накладывай себе, а я залью. Слушайте, ну с количеством морепродуктов действительно не пожадничали, все в порядке. Острота также опять в наличии. Выглядит неплохо. Неплохой замес. Единственное, что я на свой вкус, может быть, здесь не очень люблю, это вот эта трава и мята. Ну, с ней приходится мириться на самом деле, потому что объяснить им, какой травы не надо, а какой надо, проще сказать им полностью рецепт, и они, конечно же, его сделают. Но я заливаю и дам минуточек 10 настояться, промариноваться. Вот так. Сначала снаружи, потом через 5 минут перемешал, еще 5 минут и готово. А Роман может уже пробовать и говорить свое мнение. Это Рома сидит в камеру, смотрит в этот самый в объектив.
я вижу, что Роман нещадно поглощает этот салат, но вместе с мятой, со всеми со всеми травами и прочее. Я люблю более, знаете, такой утонченный вкус морепродукта с лучком, с рыбным соусом, потому что вот именно этот салат, на мой взгляд, как вам объяснить? Ну, это не тот вкус, который мне просто нравится. Да, он вкусный, все с ним здорово. Я просто хочу другого. Вот и все. Роман. Это прям самый стандартный вьетнамский салат, и они его отлично приготовили, сбалансирован. И вот эта заправка, которую они залили, тоже ее в меру. То есть, на мой вкус, ничего менять, добавлять не нужно. И много морепродуктов. Морепродукты я бы тоже отметил, что вполне свежая. Даже креветка, она хоть и кажется, что слегка ватная, но мне показалось, что она была свежая. Не из заморозки, просто она промариновалась вот этим соусом уже успела. И кальмар тоже отличный. В общем, я ставлю 5 из 5. Из 10, я думал, такой 5 из 10 после всех таких хвалебных слов. На самом деле, сейчас немножко подожду, когда это все у меня промаринуется. Вы знаете, да, основная тема этого салата, конечно же, во всех этих травах. Поэтому Роман вот так и попробовал, такое мнение и сказал: обязательно этот салат берите. Название, вот оно так называется. А я просто хочу немножко другого. Я уже выпендриваюсь маленько. Дождемся, когда у меня промаринуется все, и попробуем. Я вот себе здесь отдельно из салата повынимал те ингредиенты, которые мне больше всего нравятся, они промаринованные. Вот давайте их и попробуем. Тем не менее, после того, как я много морепродуктов себе сюда положил, я сразу же вижу, что их еще осталось прилично. То есть у меня абсолютно никаких претензий к тому, что количество морепродуктов нормально. Кальмар хороший. Прям хороший. Это не замороженный. Это свежий, замечательный кальмар. Быстренько лучка. Маринованный лучок в рыбном соусе – это кайф. Кто знает, тот знает. И креветка хорошая. Небольшая ватность ее присутствует, но это, скорее всего, Роман был прав, именно за счет маринада. Потому что вот этот маринад, он размягчает мясо. Это, знаете ли, как свинину замариновать, например, в ананасе, либо в киви. Вы понимаете, это получается слегка вареное, как будто бы мясо. Ровно то же самое происходит и с мясом креветки здесь, в этом маринаде. Но это здорово и кайфово. Короче говоря, никаких претензий. Огромное количество морепродуктов. Они свежие, они качественные. Вообще не докопаться ни разу. Ром, все здорово. Да, я молодцы. сейчас попробую по твоему рецепту. По моему рецепту? Повыковыривай, да, оттуда всякого. Этого даже до двоих хватает. Серьезно. Во, помпа подъехала. Ну не красота ли, ребят? Вот это мы сейчас пожрем. Вот это морепродуктики. Как по мне, господа, вот за этим приезжаешь в экзотические страны, да? Что вот такие вот комбосы вам подъезжали? Сиди тут дальше, разбирайся, что к чему. Тут улитки, эти самые ноготки, черенки, точнее, морские, другие улитки, третьи ракушки, четвертые улитки какие-то и гребешки еще. Естественно, куча палочек, чтобы это все съедать. Сейчас начнем. Роман, мнение по моему варианту. Получилось так, что основной вариант настолько мощный, что от рыбного соуса он просто стал более соленым, а аромат остался ровно таким же, как был изначально. Это тонкие материи, абсолютно согласен. На мой взгляд, рыбный соус, мне просто больше нравится. Короче говоря, добавляет небольшую пикантную штуку, но мы и не ждали 10 минут, мы через 3 минуты уже попробовали. Окей, приступаем к основному. Здесь будем действовать, ребят, немножко побыстрее, потому что 6 блюд, если про каждое тут хотя бы 2 минуты уделять, это же будет достаточно долго. Так, снято ли с ноги? Да, снято, окей, соответственно, можно по-нашенски. Гребешок с песком, конечно же.
Это всегда в дешевых местах. Смесь жареного лука, гребешка с песком, арахиса. Арахиса, кстати, по-моему, даже перебор. Ну и очень все масляное. Достаточно стандартный набор. Ровно такой же подают и в Крабнице, да и вообще во всех здешних местах. Прикольно? Да. Съесть можно? Абсолютно да. Другой вопрос, что песочек, некоторый дискомфорт на зубах доставляет. Но это местный колорит, и, извините, пожалуйста, гребешки выдерживать в аквариумах до того, как вам их подать, никто не будет. А если будет, то это в симпатичных уже местах, ресторанах. Там это блюдо просто будет стоить значительно дороже. Роман, тоже пробуй. Это интересная штука. Единственное, до чего я может быть, не докопаюсь даже, а просто обращу внимание, здесь почему-то очень много арахиса. Обычно так, чуть-чуть поменьше. А здесь много. 50 на 50, короче. А, да. Важно упомянуть, самого вкуса гребешка, конечно, нет. Просто мясинка его, текстура. Так что это блюдо не про морепродукты. Это скорее про песок с арахисом. И про масло с луком. Ну вот здесь какое-то масло они используют прогорклое, а вот в Крабнице намного вкуснее вот этот рецепт делают, чем здесь. И песка там меньше, кстати. Песка здесь, правда, вот я вторую съел, прям совсем много. Вот хорошо, что я вторую еще штучку попробовал, потому что, да, в первой вроде как все выглядело нормально. Раз такой снял, все готово, все хорошо. Вторая, да, не снятая, песка прям действительно очень много. Где-то готовят получше, просто потому что сами гребешки получше. Здесь, не знаю, по поводу арахиса, Ром, есть ли у тебя какие-то ощущения, что его прям до хрена? Но арахис они всегда кладут очень много. Я всегда убираю почти весь арахис, потому что я не особо его фанат, особенно вместе с гребешком. Но здесь, что стоит отметить, опять же, по сравнению с Крабницей, порция примерно в 2 раза меньше по количеству гребешков. Качество тоже в 2 раза хуже. То есть я в Крабницу не особо ходок, должны это понимать, но раза 4-5 я уже там был, и, на мой взгляд, примерно то же самое. Честно говоря, вот здесь я попробовал примерно то же самое. Может быть, как я часто говорю, это тонкие материи. Ну, и теперь быстренько по вот этим штукам. Начнем, как говорится, сверху. Роман, давай, вот я одни улитки пробую для скорости повествования, ты другие. Вот тебе половина палок. Здесь у меня вторая половина будет. И давай ковыряться. Где моя ложка? Вот она. Кукуруза, ладно, это на сегодня уже изведанная тема. Кстати, с чем она здесь? Такая же или другая? Здесь она полностью в спреде. Так, кукурузка, ладно. Здесь сюда улиточка. Это с чем? Но она в этом же кукурузном маринаде. Но я должен сказать, что к улитке это подходит. Я даже где-то чувствую, что мне нравится. Это тот самый случай, когда мясо, спред и кукурузный вкус подружились вовремя и в нужном месте. Интересно. Ну да, это прикольная штука. Слава богу, никакого песка, все нормально, все ровненько. Да черт возьми, это неплохо. Ну, во-первых, я люблю кукурузу, спред нет, как вы понимаете, и улитки особенно при этом тоже нет. Но я могу сказать так, что вот выковыривая вот эту улиточку, а внутри, знаете, вот у нас тоже продаются, бывают вот эти улитки по-бургундски там и прочее. И вот у них там маринадик вкусный внутри.
Вот здесь такого же плана. Единственное, что сладковато для меня. Я бы такой более насыщенно соленый, что ли, захотел бы вариант. Погрызть, посидеть. Это не особо еда, это, знаете ли, действительно посидеть такой вот, болтаешь и такой раз. Да. Давай, Роман, меняемся. И потом быстренькие мнения. О, а здесь у тебя совсем все по-другому. О, здесь-то ядреная, острая, с тамариндом вроде как. Ой, склизкие засранцы. Вот это блюдо, то, что Роман первым пробовал, это полная противоположность тому, что я пробовал сам первым. Почему-то очень сложно вынимаются. Такое впечатление, что там вот прям свежие и хорошие, а здесь как будто бы, не знаю, то ли лежалые, то ли чего, они разваливаются немножко. Но вот это плотненькое, вот это хорошее. И то половина не вынулась. И еще небольшой недостаток, хотя это, знаете, и прожевывается, и все такое. Створки улиток, которые они закрывают свою раковину на ночевку, скажем так, здесь не удалены, а там их нет. Это как хитин от креветки пожевать, в принципе, по-божески. Вот это блюдо очень острое, вкусное, ровно так же приятная внутри улиточка, как и в моем первом блюде. Могу сказать так, вот эти два блюда, на удивление, сегодня мне понравились. Потому что сколько улиток мы не заказывали, это совсем другое. И к нам пришли музыканты, которые хотят немножко денежек заработать. Пускай поиграют, мы им тоже, конечно же, денежек каких-то заплатим, если они сыграют то, что мы захотим. И могу по этим двум блюдам сказать так. Классно, что это малюсенькие улиточки. Большие не берите. А вот такие закуски дешевские, отличный кайф. Мнение Романа по этим улиточкам, а я, чтобы добить вопрос с улитками, попробую пока вот эту. Это те самые виноградные. Отваливайся кусок, вынимайся, улитка. Мне тоже оба блюда понравилось, только мне первое понравилось, которое я пробовал, которое было острое, намного больше именно из-за вот этого острого маринада. И я его вытаскивал не зубочистками этими большими, а просто брал за створку, вытаскивал полностью мясо, откусывал, створку выбрасывал. Получилось удобнее, чем выковыривать палкой. Ну, тебе просто более острые больше понравились. Да, а так оба хорошие. Да. Вы знаете, на вкус вот эти вот улитки, а их здесь всего 5 штучек, мне понравились больше, чем на вид. На вид вы видели, это что-то какое-то фаршеобразное, коричневое, черное, не пойми что. На вкус много трав, никакой жижи нет, это хрустяшка такая прикольная. И опять же довольно острая. И они молодцы, что сейчас крупно покажем, положили их створками наверх. То есть весь соус, который внутри, я вот, наверное, вначале взял не самую удачную, а вот он здесь есть. То есть я бы вот сейчас буду вторую пробовать. У Романа там тоже, да, соуса достаточно. Ром, тоже пробуй. Сначала я бы это дело выпивал, а потом уже, значит, выковырил саму улиточку. Напоминает винно-травяной, острый. О, а это чуть ли, да, и чеснока много. Чуть ли не с претензией на прям хороший вкус. Вот жалко, до конца не вынимается. Давай. Ну, почти. Ребята, это вещь. Вот что не говорите, но буквально вот те самые, которые наши по-бургундски, или ох, остроты. Классная штука. Мне прям понравились. Остроты много, но и вкус приятный, мощный, хорошие травы туда заложены.
улитка целиковая, никаких вот этих кишочек или еще чего-то такого противного я не почувствовал. Это классная закуска, вопросов нет. У Романа? Мне вот очень понравился перечный соус, который они из черного перца сделали. И на удивление улитка понравилась, потому что до этого сколько я раз не пробовал, но каждый раз там был фарш какой-то, и он был не особо вкусный. А здесь это целая улитка, и она прикольная, прям вкусненькая очень. Ну, то есть, вот это блюдо мы прекрасно съедим, вот с этим. Просто у нас сейчас нет времени ковыряться. Но так, да, сидишь при добродушной беседе, можно вот это все тоже поуничтожать. Ром, осталось 2 штуки, давай ты одну, я одну, и как бы отдаем уже блюдо, и небольшой перерывчик, ребят, все-таки потребуется, потому что эти улиточки островаты, это правда, поаккуратнее иногда. Роман, хватай вторую. О, забористая вещь. Иди сюда. Вот до конца, вот что ж ты... И вот дальше ничего с ней не сделаешь. Там вот внутренность чуть-чуть пропадает. Там, знаешь, вот учили еще вот так вот, типа накрутить. Нет. Вкусно. Без вопросов вкусно. Отличное блюдо. Прекрасно. Ну вот, острота у меня маленечко пропала. Приступаем к следующим 2. А именно, морские черенки и кровавые ракушки. Их зачастую готовят по-разному. Иногда прям чтоб кровавые-кровавые. Хотя, может быть, я ошибаюсь, Ром. Те кровавые вроде кругленькие такие были, да? Да фиг знает, они все Короче, да, вот Рома правильно говорит, да фиг знает, они тут все на все похожи. Давай, ты тогда с черенков начинай, а я вот с этой штуки, засыпанной опять же огромным количеством арахиса, я маленечко постряхиваю его. Все-таки хочется попробовать. А, это нога. Да, а самой ракухи-то здесь не богато, скажем так. Давай вот так вот. С ноги, да, вот она здесь снята. Ровно тот же самый маринад, что и в гребешках был до этого. Но саму ракушку здесь пожевать. Здесь хотя бы она чувствуется. И опять же песка не попалось сейчас. Поэтому давай я вот возьму вторую. Сделаем ровно то же самое, что и с гребешками. Арахиса немножко уберем. Да, 2 из 2 нормальные. В том плане, что кучи песка нет. Малюсенькие, там 2 хрустинки какие-то мне попались, но не более того. Другой вопрос, что сама по себе ракуха довольно жесткая, ее пожевать. Это блюдо не более чем для того, чтобы ознакомиться, а что это такое. Никакого морского вкуса, никакого дополнительного вкуса, кроме арахиса, масла и жареного лука. Плюс к этому небольшая такая жвачечка, ты ее поел. Знаете, чисто для ознакомления, я скажу так. Приходится орать, потому что музыка, много гостей, еще и машины гудят. Надеюсь, голос я сохраню. Роман, меняемся блюдами. Держи. А ты мне что-нибудь, кроме пустых ракушек, оставил? Нет? Нет, я серьезно. Ну, я 2 съел, а я их отдельно. А, вот, попалась. Они, наверное, выпали просто. Может быть. Так, иди сюда. Здесь хотя бы что-то вроде намекает на другое. Я не знаю, с чем тут замес. Давай вот так вместе с замесом попробуем эту штуку. А, это куча чеснока, только сладкого. Но вы знаете, вот морской черенок сам по себе это потрясающе, замечательное животное, которое обладает таким насыщенным морским вкусом, когда ты его приготовишь свежего, живого на пару. Это просто великолепно, потому что вот так вот, снимая его полностью из раковины, его полностью, опять же, можно съесть. То есть не нужно ничего чистить. И здесь
Не исключено, что из заморозки, не исключено, что слишком долго приготовлено, но кроме жареного чеснока в огромном количестве и, собственно, достаточно сухого самого бедного несчастного черенка, я ничего не почувствовал. Так что я бы вот эти два блюда поставил, в общем-то, в одно, собственно, место. А именно сухо, пережарено, вкуса морепродукта нет. Единственное, здесь более выгодно, отличается тем, что мясо побольше пожевать можно. Есть ли у меня небольшое разочарование по поводу этих блюд? Да, конечно. На мой взгляд, когда у тебя свежайший морепродукт, ну зачем его убивать огромным количеством чеснока, количеством арахиса и жареного лука? Можно добавлять эти соусы, конечно же, ни в коем случае я не против этого, но сам-то продукт оставьте нормальным. Роман. Но черенки мне не понравились, потому что, во-первых, они как будто долго где-то лежали. Старые, короче. И их засыпали чесноком до такой степени, что я аж горечь чувствую от чеснока, и больше ничего. Жареный чеснок горчит, да. Вот кроме горечи я, собственно, ничего и не почувствовал. А вторые мне понравились по вкусу, но не понравилось, насколько это жесткая резина. То есть еле-еле можно прокусить, не то что прожевать. В общем, да, это как бы два минуса таких. Короче говоря, для ознакомления разочек здесь эти блюда взять можно, а в Крабнице это лучше, да? Ну, то есть пока что, кроме салата, именно по свежести морепродуктов в остальных блюдах мы не обнаружим. А, нет, ну эти хорошие, улитки охрененные. Так что, ну пока вот эти два фейл. Ну да. Ну да, да. И давайте вот эти два и гребешки тоже. А, да, гребешки, конечно, я забыл про гребешки, мы уже тарелочку отдали. Кстати, с абсолютно недоеденными, вот то, что мы с Ромой попробовали, только все остальное прямо и отдали. Мы спросили, да, Ром, ты будешь есть? Рома, нет, я говорю, я тоже не буду, все, нафиг. Ровно так же, как и с этим. Потому что вот эти вот две улитки я заберу домой, потому что у меня Туин любит посидеть, погрызть вот так вот вечерком, значит, когда уже не еда, а просто за беседой. И, соответственно, почему бы нет? Тем более, что это просто вкусно. А эти вещи я даже брать не буду, это абсолютно неудачные блюда. Короче говоря, давайте закажем еще что-нибудь. Мы тут сидели с Романом, выбирали, потому что есть и креветки, я такой... Ром, ну может быть для туриста было бы интересно заценить здесь вот такое блюдо типа этих креветок в кляре, насколько они хорошие, или угорь, например, тот же тоже присутствует. Рома настоял на куриных крыльях под рыбным соусом. Здесь должен сказать следующее. Вот смотрите, есть слово каньга. Га означает курица. Кань – это крыло, а есть чанга. Не сильно-то эти два слова, как вы видите, отличаются. Их перепутать можно, ну, просто элементарно. Но это крылья, а вот здесь вот, слава богу, есть картинка, и это вот те самые лапки. А когда картинок нет, ты такой, каньга, чанга, ты такой, давайте мне вот это. И тебе приносят в итоге лапки вместо крыльев. Это важно. Мы не раз уже так ошибались, и в данном случае мы закажем крылья под рыбным соусом. Все тумаки ему, пожалуйста, закажем. Ну и что ж, господа, вот подъехали и те самые крылья. Честно говоря, нет, против Романа я ничего не имею, я имею против этих крыльев, потому что, во-первых, это нарублено на очень малюсенькие кусочки. Зачем рубить крылья, я не понимаю. Окей, можно нарубить их на те самые фаланги. У крыла, как вы знаете, 3 составляющие части. Вот это и вот это. Но такие 3 составляющие, окей, никаких вопросов. Но делать из крыла, простите, пожалуйста, вот такое, это не очень мне ясно зачем. Давайте на вкус, что ли, попробуем. Сладко-рыбный соус я чувствую только в конце, а в начале очень и очень много сладости. Это как, знаете, как у нас медовые крылышки.
Но, блин, сочные, молодцы. В этом плане не докопаюсь. А вот тот вот кусочек мяса, который я, значит, взял вторым, это прям нежное, хорошее, замечательно приготовленное внутри крыло. Оно и сочное. Вот оно таким должно быть. Почему оно только маленькое? Я хочу вот эту вот часть предплечья, да, полностью, предплечье это вот это, значит, полностью приготовленное, но только длинное, полное. А здесь все-таки вот зачем-то, значит, намельтешили. Роман кусочек попробовал, и я говорю: Ром, а найди, пожалуйста, ровно ту же часть, вот эту вот, которую я попробовал. У нас не получилось. И вы знаете почему? А потому что ее нет. Вот раз, два, три какие-то суставчики, еще суставчик, и две вот эти, которые выступают в качестве кисти. Это единственное, что они не нарезали. И два кусочка мы съели. За 75 тысяч донгов, ребята, два крыла. И то я не уверен, что это полные два крыла. Ну, потому что вот так вот примерно, плюс мой еще кусочек, который я съел, это будет одно крыло. И вот так вот, плюс Ромин кусочек, это второе крыло. А вот тут у меня появляются вопросы. А это что такое? Это просто очень мало. Ром, ну 75 тысяч. Это реально маловато мяса с точки зрения, как это приготовлено, но чаще всего, когда я это блюдо заказываю, я видел, как его готовят, они берут специи, берут рыбный соус и на максимальном огне вот в воке это обжаривают, чтобы... И на самом деле вот того сахара, который в рыбном соусе содержится, его достаточно для карамелизации. Если они сахар переборщили, это чувствуется сразу. Это минус. В остальном, как они приготовили с точки зрения, то, что сохранили сочность, а снаружи хрустящее, это, конечно, прикольно. То есть один плюс вот я нашел, остальное все, да, это мало, перебор по сахару и непонятно, как нарублено это. Да, и Роман еще выше за кадром отмечал, что здесь зачем-то присутствует чеснок, потому что он говорит, там есть другие крылья с чесноком, а эти просто под рыбным соусом. То есть здесь чеснока быть не должно, по идее. На что я Роману ответил, ну посыпали и посыпали, это не так особо важно, но тем не менее. Не было озвучено, что они еще и под чесноком. А количество этого чеснока здесь говорит о том, что это под чесноком. Это разочарование. Это разочарование. Ну, ребят, ну вы сами посмотрите. Вот два кусочка мы с Ромой съели. 75 тысяч донгов. Это сколько там получается по нынешнему-то курсу? Там 250 рублей плюс-минус. Я навскидку говорю. Ну, нет. Ну, нет, это мало. Это что такое? Ну, хорошо. 4 крылышка, которые порезаны, соответственно, на 8 частей. И все будет здорово и хорошо. И у меня будет никаких претензий. Ну, серьезно. Не, огурка, салат, зелень. К сожалению, под конец вот что-то пошло не так. Ну а по итогу давайте сделаем выводы. Прежде всего должен сказать, что, конечно же, это местечко не дотягивает до той самой крабницы. По ценам, да, вопросов нет, достаточно все дешево. По качеству выкладка появилась, ну, в конце немножко, потому что здесь появились те самые улитки, которые мне, ну, типа виноградных, которые мне больше всего здесь понравились. Это были прекрасные, замечательные улитки. Но ради одних их сюда вряд ли ты поедешь. Черт возьми, они настолько хороши, что, может быть, я бы и заехал как-нибудь еще разочек бы их взять и чисто с доставкой домой, потому что, да, здесь на вынос, пожалуйста, тебе все это приготовят. Остальные же блюда, ну, знаете, все ровненько, как и везде. Гребешки вот только подкачали, потому что в той же крабнице они, например, намного лучше. В крабнице, недаром она крабница, там много еще и дешевых крабов. Короче говоря, пока что альтернативы крабницы пока что еще не существует. Ну а с вами был Константин. Для подписчиков Костян. Всем пока.
крабницы, что самое главное, очень дешево, очень быстро обслуживается, неплохое качество и... Подожди, и что? Ну, и считай народное, да? Ну да. Подсъемки. Подожди, я еще полыхаю, Ром, ты что? А это что за кусок? А, это креветка. Мне показалось кусок свиньи. Думаю, откуда она здесь-то родная взялась. Ну что, будешь ее съедать? Я съем. Не хочешь? А почему не хочешь? Отсюда все вылилось. Так подожди, это пустая, нет? Нет, не пустая. Улитку не брошу. Если Роман не хочет, я с удовольствием съем. Мне зашло.